Вы, Сергей Евгеньевич, у нас ведь историческим обществом командуете. Вот я прошу не командую, я председатель. Курируете, да. Да. Вот я прошу очередное заседание провести с ведущими историками нашей страны по анализу, как возникали народные восстания на территории Российской Федерации. В частности, восстание Пугачева. Кто его организовал? Англия. Почему началось восстание под Уралом? Там военные заводы. Что хотел Емельян Пугачев? Свергнуть царя. И это смута, бандиты собраны. Ведь кто входил в состав его армии? Все уголовники, бандиты, все бежавшие, так сказать, от легальной жизни из своих городов. Грабители, воры. Чем он заканчивает? Он выходит на тракт в сторону Крыма и туда гонит в Крым русских людей на продажу. На чем заработать бандиту? Он же не работает, ничего не делает. И поэтому надо сказать правду наконец. А раскройте архивы. С 17 года закрыли все архивы и превратили Россию в тюрьма народов, царь-кровопийца, Николай Палкин, Николай Кровавый. Слушай, вообще истории нету. Наоборот, вся кровавая история начинается с 17 года. Теперь Украина. Ведь сегодняшние события на Украине – это прямое следствие той политики, которая проводилась там с 18 года. Создается Советская Украинская Республика, и чтобы ее удержать, чтобы они не вспоминали про директорию, про гетмана Скоропадского, про Петлюру, им говорят, пожалуйста, украинизация, как хотите. Заставляли русских учить только украинский язык, заставляли русских отказаться от своей национальности. Тотальная украинизация шла. Вот поднимите архивы, в архивы. Заткнись, там сидишь, вранье. Заткнись, кто ты такой вообще? Придурок ты, понимаешь? Архивы, все по-русски написано. Владимир Вольфович, да. Вы в зале заседаний Государственной Думы. Коллеги, я попрошу... Слово вранье и придурок одинаково означает. Если я лжец, то он придурок. Все, прекратили всякую реакцию зала. Владимир Вольфович. Ногами вперед, подлец и негодяй. Владимир Вольфович, возвращайтесь к теме выступления, пожалуйста. Так вот, насильственная украинизация русского населения идет до сих пор. После этого Сталин немножко приостановил, но вместо украинизации русских отдает им Донбасс. Хрущев отдает Крым. До этого Сталин отдает западный регион, то есть Украину. Советская власть увеличила в 3 раза. Сегодняшняя Украина, это была бы, если бы не было бы советской власти, это Киев, Житомир, Полтава, Винница, все. Даже город Чернигов – это русский город. Это русские князья основывали. Все города Украины, Востока и Юга, создал князь Потемкин и Екатерина II. Там никого не было. Это были вольные степи. Это были земли, завоеванные у турок. И никакого украинца там не было близко. И вся земля Юго-Востока и до Тирасполя. Суворов создает город Тирасполь. Какие украинцы? И вся полита кровью русских солдат. Я прошу Комитет по обороне заняться, наконец, подсчетом, сколько русских погибло на тех землях, где сегодня снова стоят русские танки и стреляют по русским. И в том числе в некоторых экипажах русские. Кто стрелял по нашим солдатам в Грузии? Русские зенитчики ПВО с Украины. Вот так оболванила советская власть и последние президенты, бывшие коммунисты Ющенко и им подобные, что русских направили в Грузию убивать русских. И это они сбили наших несколько самолетов. И эту украинизацию наиболее активно начал Хрущев. Если раньше просто навязывали украинский язык, то Хрущев потребовал национализации кадров руководящих. И всех русских стали выдавливать с руководящих кадров. Директор завода – украинец, русский помощник. Председатель облсполкома – украинец, русский помощник. Секретарь обкома – украинец, русский рядовой инструктор райкома. И сами спровоцировали русофобские настроения. Все учебники на Украине переписаны, и выросло поколение, которое нас с вами ненавидит. Мы для них страшный варвар с Востока, зверь с Востока, который всегда их держал, оказывается, в оккупации, и пил их кровь, и устроил голодомор, и прочие вещи. Это похуже, чем Емельян Пугачев. Тот Украиной не занимался. Тот просто гнал русских на продажу, так сказать. На чем заработать? Как сегодня русскую нефть подключаются к трубе и зарабатывают.
у нас в некоторых национальных регионах. Поэтому надо, наконец, всю правду сказать. Всю правду. И сегодня на весь мир клевещут, что там юго-восток Украины действует русский спецназ. Ну, возьмите в плен одного офицера, любого. И покажите, в Киев привезите, как Пугачева мы привезли в Москву и в Петербург. Покажите, вот русский спецназ, вот Тульская десантная дивизия, вот ГРУ, никого же нету. Мы сами их видели. Если Компартию там разгромили, то КПРФ молчит. Все штабы разгромили, избили Симоненко, порвали все портреты Ленина, сносят памятники, и коммунисты России молчат. Молчат. Мы не молчим, ЛДПР. Потому что нам понятно, что коммунист Украины, но он в основном русский или даже украинец. И насилие недопустимо. Поэтому, если когда вы говорите, что кто что сделал, то самый страшный удар наносит Ельцин. Вы говорите, он предатель. Согласен. Но в декабре 1991 года 101 коммунист, только 101 коммунист ратифицировали Беловежские соглашения. Других партий не было в том Верховном Совете образца декабрь 1991 года. Были только коммунисты. Потом появятся какие-то платформы. А тогда еще только еще советская власть была. Она только практически была объявлена как бы несуществующей или отмененной в августе 1991 года. За 4 месяца никакие партии еще не могли появиться в парламенте. И никто не заставлял 101 коммуниста нажимать на кнопки и утверждать. Ельцин предатель, но без утверждения Верховного Совета Беловежские соглашения не имели бы юридической силы, не вступили бы. Но еще и это неправильно. По действующему тогда законодательству все международные договора ратифицировать должен съезд народных депутатов СССР. Они созвали съезд? Нет. Испугались. Потому что не только Ельцин предатель, а половина коммунистов России предатели. И на съезде Ельцин не получил бы подтверждения ратификации Беловежских соглашений, если собрали бы съезд. 1300 человек. Он боялся съезда. А вот загнать депутатов, 400 человек, заплатить им денежки такие и заставить проголосовать. Молча проголосовали. Никто даже не вышел с осуждением. А теперь говорят, плохая Академия наук. А что же вы думаете, интересно? Если вы разгромили самое мощное в мире государство, Советский Союз, самую мощную в мире политическую партию КПСС, теперь вы хотите, чтобы наука имела поддержку? Да, имела бы. Но в Новосибирске ваш кандидат побеждает благодаря поддержке ученых Сибирского академгородка. У вас во фракции академик Алферов. Сейчас выступал передо мной Кашин, великий ученый. Если ученые до сих пор не могут освободиться от коммунистического дурмана, вы что, не понимаете, что такое Майдан в Киеве и коммунизм? Это же одно и то же. Это и была оранжевая революция, красная революция. Подбросили нам сперва. Вы что, не знаете, кто организовал первую русскую революцию? А английская разведка, японская. По Петербургу ездил японский военный атташе, раздавал деньги вашим рабочим. И они не шли на баррикады. А в Москве не было. Все посольства были в Петербурге. И здесь московские рабочие, одурманенные, выходят на декабрьское вооруженное восстание. В руках что у них находится? Английские винтовки. Как сегодня иностранные боевики находятся на территории Украины. Так и московские рабочие в 1995 году стреляли в других рабочих из английских винтовок. И баржи шли сюда, в Финляндию, в Прибалтику, везли оружие. Все революции организованы Англией, Америка, Германия, Япония. Все проплачено. И через какое-то время выходит сюда ученый и говорит, что Пугачев, что это великий, так сказать, наш борец за правое дело, что он там нужен. Вы же должны понять, что давайте возьмем 91 год. Кто пришел вместо вас, КПСС, к власти? Негодяи, мерзавцы, подлецы. Что, тоже должны их приветствовать? У нас с вами их флаг, их герб. Чего же вы молчите, коммунисты? Вам дорог Емельян Пугачев. Так он к власти не пришел. А вместо к власти пришли оранжевые. Пришли они, те, кто сегодня устраивают в крови, держат юго-восток Украины. И вы против них там. А здесь вы согласились, смирились. Вам дали кусочек, 90 человек, сидите и молчите. И приличная зарплата, и санаторий. Все есть. А теперь вспоминаете, мол, не надо трогать Емельяна Пугачева. Представляете, что было бы, если он победил?
Страшно. Может быть, еще Стенька Разин победил бы, тоже было бы хорошо. Все восстания в России были спровоцированы, чтобы ударить по России, разгромить Россию. Спасибо. Сперва два процедурных вопроса. Я не согласен был бы со сменой пунктов повестки дня. Вся счетная палата сидит здесь уже целый час и ждет. С какой стати мы поменяли местами? Аудиторы должны считать наши деньги, деньги всей страны, так сказать. А не сидеть просто в парламенте в очереди, ждать своего выступления. Судокладчик, уважаемый депутат Моисеев, вспомнил КПРФ и «Справедливую Россию». А ЛДПР что, разве не участвует? У нас 2 человека, члены Комитета по обороне. И я вчера произнес ту речь, которую запомнили все герои Советского Союза. А если спросить их, был там Зюганов, Миронов, они скажут, мы не знаем таких. Там я был один из всех, так сказать, из руководства Государственной Думы. И председатель комитета, но он ниже меня по рангу. Поэтому я просил бы на будущее учитывать вклад всех парламентских партий. Дальше. Конечно, самое большое уважение, значит, это, наверное, Миронов оставил. Без шпаргалок не можете. Я сохраню, чтобы знать, кто ему пишет все эти записки. Конечно, самое большое уважение ко всем нашим героям, но мы должны все-таки понимать, что не все люди, награжденные этим высоким званием, были достойны его. Кто у нас был последние 3 героя Советского Союза? Их хоронили на манеже и присвоили им звание Герой Советского Союза. За что? Армия вошла в город Москву. Она имела право двигаться по территории своей страны? Имела право. Имели право эти смутьяны, наследники Пугачева, пытаться остановить БТР и сжечь его экипаж? Экипаж что, огонь открыл? Экипаж двигался по указанному маршруту, войска выходили из города Москвы. Набрасывают брезент, поджигают БТР. Это бандиты действовали. И через 2 дня их делают герои Советского Союза. Это что такое вообще? Это недопустимо. Это был в чистом виде Майдан, только в масштабах нашей страны с вами. Август и декабрь 91 года. Также незаконное свержение власти. И за это делать героями Советского Союза, я считаю, неправильно. И я дождусь того дня, когда мы отменим этот указ Горбачева. Эти 3 человека похоронены, но они не герои Советского Союза. Нам такие герои не нужны. Нам нужен тот Советский Союз, но без предателей верхушки КПСС. Сегодня Украина истекает кровью, потому что вот такие у нас герои Советского Союза. 3 человека. Никакого отношения не имеют они ни к чему, так сказать. Обычных 3 московских жителя, и они герои, потому что они успели заскочить на БТР и пытаться за волосы вытащить водителя русского парня, выполнявшего приказ своего командира двигаться в сторону Таманской дивизии. Он что, стрелял почему-то? Он кому-то мешал? Он шел по дороге, и там граждане не должны ходить. И БТР ушел бы в сторону Таманской дивизии, а тут, оказывается, герои Советского Союза. Специально была сделана провокация. А вот трупы давайте посильнее накажем участников ВКЧП. И Язов испугался. О, уже трупы, все, я заканчиваю. Ну, поэтому разные герои Советского Союза. Иногда в учебниках истории мелькает фраза «герои гражданской войны». Это как это могут быть герои гражданской войны? Это провокаторы устраивают гражданскую войну, истребляют миллионы, а потом появляются герои гражданской войны. Вот. Внук Гайдара, 16-летний, как его там, Тимур, как его звали? Нет, Аркадий. 16 лет командир Красного полка. 10 тысяч белых офицеров он уничтожил. Это что, герой? И в книжках он герой. Смотрите, молодой Аркадий Гайдар, с него берите пример. Песня даже есть. И Ленин такой молодой, там и Гайдар там куда-то впереди там, или позади, там что-то. В песню даже входят. И юный Октябрь впереди. Ну, вы понимаете, что делается? Чем больше уничтожили белых офицеров, нашу армию, тем хуже было начало Первой Отечественной войны, когда армией командовали лейтенанты, прошедшие 3-месячные курсы. И они герои нашей страны. Им памятники стоят. В том числе Пугачеву в Саратовской области. Памятник стоит. Потом в этом Пугачеве зарезали прошлым летом человека. Вот выросло население, которое не способно даже быть нормальным населением. Зато они выросли в городе, который, так сказать, Пугачев, так сказать.
который был криминальный элемент, чтобы спасти себя от наказания, организует отряд грабителей. Что делала Пугачевская армия? Сжигала русские города, убивала всех губернаторов, мэров, всех офицеров, русскую армию. И сегодня сюда выходит депутат Госдумы и говорит, что народный герой. Ну вы что делаете вообще? Это же другая история, другая страна. Вы все еще на щит поднимаете бандитов, уголовников, которые уничтожали нашу страну, так сказать. Поэтому надо здесь тоже подходить определенным образом, критически, чтобы новое поколение, чтобы они понимали все-таки, что герой этот вот Талалихин направляет свой самолет, уже подбитый, в колонну танков. И то, если бы не уничтожили всех инженеров, уже на тех самолетах была бы кнопка катапульты. И направив самолет на танке, он бы нажал на кнопку и на парашюте мог бы спастись. Но советским инженерам не была дана команда заботиться о безопасности советских солдат и офицеров. И подводные лодки гибли люди, и танки, и самолеты. Груда металлов, вот достижение было. А сколько погибло, наплевать на это. Да, он герой, Виктор Талалихин. Но еще лучше было бы, если бы не делали бы в бешеном темпе ночами, так сказать, и в шарашках, в тюрьмах эти новые танки наши. А свободно бы работали все наши конструкторы. Да, Гагарин герой. А кто его направил в космос? Королев. А где его держала советская власть? В лагерях. Самый лучший конструктор в мире. И Фауна, немецкий Браун, ведь мы до войны уже создали ракеты и атомное оружие. Поднимите учебник истории, архивы поднимите. Не немецкий ученый Браун, не американцы, русские инженеры создали атомное оружие в 1940 году. Ракеты создали. И Сталин все похерил. Что, мол, малограмотный человек. Какие ракеты? Какой космос? Так сказать? Давай, лошади, будены, каварелия. Ну, что это такое? А потом бежим, воруем секреты у американцев. А ученых, создавших ядерное оружие, в каталажке, в тюрьму. Вот последствия Пугачева. Поэтому героям им всегда будет память хорошая. Но героизм проявляется тогда, когда трагическая власть находится в Кремле. Когда те находятся, которым наплевать на народ. А героям слава. Спасибо, Владимир Владимирович.